Глава 76. «Откройте ворота, впустите нас». Воины отступили в город и захлопнули тяжеловесные створки. Люди, которых они только что вышвырнули прочь, нахлынули обратно подобно черной волне и принялись колотить в ворота. Командующие чины, что стояли на городской стене, разразились криками: «Уходите! Уходите!». Те, кто получил путевые, может отправляться в путь дальше на восток, не нужно здесь задерживаться. Все-таки жители Юнани, покинув родные земли и спасаясь от бедствия, пришли в ближайший город, столицу. Теперь столичные ворота для них захлопнулись, и если они хотят выжить, придется обогнуть столицу и отправиться в другие города, что расположены еще восточнее. Но, добираясь сюда, они уже пережили бесчисленные трудности и опасности, погибшим и раненым потерялся счет. Откуда взять сил, чтобы идти дальше? Даже если каждому выдадут немного денег, воды и пропитания, сколько дней они продержатся в дороге? Чумазые с головы до ног люди тащили кто кухонную утварь, кто детей на спине, кто носилки. Тех, кто мог идти, поддерживали под руки, кто не мог идти, лежал, не в силах сделать и шаг. Люди группами расселись на земле под городскими стенами. Молодые мужчины, у которых еще остались силы на гнев, колотили по городским воротам с криками: «Вы не можете так поступить с нами! Вы же отправляете нас на смерть, мы же все люди синглые, разве можно так издеваться над нами?» Кто-то даже охрип от криков: «Можете выгнать нас, пускай. Мы не войдем в город, но пусть останутся наши жены и дети, позвольте им». Но все их попытки были тщетны, все равно, что муравей хотел сотрясти дерево. Городские ворота не сдвинулись ни на самую малость. Селянь стоял на городской стене, его белые одеяния трепетали на ветру, а взгляд устремлялся сквозь зубчатую стену вниз. За городскими стенами только и было видно, что живое море людских голов, темнеющих плотным покровом, похожим на муравейник, который принцу приходилось видеть во время игр в императорском саду. Тогда, в детские годы, Селянь из любопытства хотел посмотреть подольше и даже протянул палец, чтобы незаметно ткнуть в муравейник. Но тут же кто-то из дворцовых служанок воскликнул: «Ваше высочество, они ведь ужасно грязные, не вздумайте трогать, не вздумайте». Затем женщина, подхватив юбку, торопливо подбежала и растоптала всех муравьев. Живые муравьи занятно копошились, а больше в них не было ничего интересного. Когда же насекомых раздавили в грязь, так что теперь они и на существ не походили, ничего интересного не стало и подавно. А тем временем в столице загорались яркие фонари над каждым домом, по воздуху плыли песни и музыка. Два совершенно разных мира разделила городская стена. И если бы только государь ограничился запретом впускать людей из Юнани, но ведь прогнали даже тех, кто уже поселился в столице. Мера была суровой, однако Селянь примерно понимал причину подобного решения. За последние месяцы между простыми жителями столицы и беженцами из Юнани вспыхивало все больше конфликтов. Стоило столичным властям оставить в городе такую толпу взрослых мужчин, велика вероятность, что те объединятся с оставшимися снаружи и учинят неизвестно какие беспорядки. Однако существовал один момент, с которым Селянь бы поспорил. Предавшись размышлениям, он произнес вслух: почему они выставили за ворота также и женщин, и детей? Среди них есть и те, кто уже не может пересекать большие расстояния. Фэн Синь и Му Цин почтительно стояли за спиной принца. Му Цин ответил: если прогонять, то нужно прогонять всех разом. Не бойся малочисленности, а бойся неравенства. К ним нельзя относиться по-разному, это лишь сильнее разъярит людей. Почему это кто-то может остаться, а я не могу? Фэн Синь заметил: не слишком ли много ты надумал? Му Цин бесстрастно ответил: кто-нибудь непременно так решит. Кроме того, если жены и дети останутся здесь, мужчины ведь тоже не станут уходить далеко. И еще вернуться, рано или поздно. Оставлять в городе людей значит оставить грядущие беды. Люди из Юнани не желали уходить, не могли уйти со стен и войны. Каждый бросил ХМФ. Так и будем тянуть время, стоя на своем, но ведь его величество государь уже издал указ. Неужели они думали, что вот так сесть здесь и сидеть — это выход из положения?
Они могут протянуть 1-2 дня, но разве смогут высидеть пару месяцев, пару лет? Это понимали и воины, и простолюдины. Некоторые беженцы в отчаянии смирились с указом и решили попытать счастье, продолжить двигаться на восток, но таких оказалось немного. Большинство все же упорно остались сидеть у городских ворот в надежде, что ворота откроются и их впустят в город, по крайней мере для того, чтобы немного передохнуть и привести себя в порядок, а затем отправляться в путь. Приходили и новые люди из Юнани, они разочарованно глядели на плотно закрытые ворота, но потом видели, что огромные толпы сидят под стенами, поэтому тоже присоединялись к большинству в ожидании и надежде. Так, спустя 3-4 дня у городских стен собралось еще больше народу, несколько десятков тысяч человек просто-напросто расположились здесь лагерем, зрелище потрясало масштабностью. Они с трудом держались на воде и пайке, которые распорядился выдать им государь, однако и эти припасы должны были вскоре подойти к концу. Что и случилось на 5-й день. За прошедшее время каждый день селянин разделялся на 3 части. Первую треть он тратил на молитвы последователей в храмах наследного принца, вторую — на перемещение воды и неспослание дождя, а третью — на заботу о простых людях Юнани, что расположились за городскими стенами. Но даже с поддержкой Фэн Синя и Муцина временами это казалось принцу тяжелой ношей, которая ему не под силу. И сегодня, как раз в тот час, когда селяня не было за городскими воротами, под палящим солнцем перед воротами вдруг раздался жуткий крик. Кричала женщина с ребенком на руках. Ее тут же окружила толпа, посыпались вопросы, что с ребенком, он голоден или хочет пить. Вскоре кто-то взволнованно крикнул: «Принесите кто-нибудь немного воды ребенку, мне совсем не нравится, как он выглядит». Женщина в слезах попыталась дать воды ребенку, личико которого покраснело от напряжения, но малыш все выплюнул обратно. Его отец сказал: «Не знаю, что случилось. Он заболел». Лекарь. Нужен лекарь. Он взял ребенка, бросился к городским воротам и забарабанил по створкам с криками: «Откройте! Откройте, спасите! Человек умирает! Мой сын умирает!» Конечно же, воины за воротами не решились открыть. Неважно, на самом ли деле кто-то умирает, ведь снаружи несколько десятков тысяч человек. Стоит только открыть, и обратно уже не закроешь. Они посмели только доложить о случившемся вышестоящему командованию. Стояла жара, и командиры, которые уже много дней провели на стенах, находились в нетерпении и беспокойстве, поэтому небрежно отдали приказ: «Дайте ему воды и еды». За стену на веревке спустили немного пропитания и питья. Мужчина в ответ прокричал: «Спасибо вам, спасибо, братцы-солдаты, но нам нужна не вода и пища, не могли бы вы позвать нам лекаря?» А вот это уже оказалось трудной задачей. Нельзя впускать их в город на поиски лекаря, но и спустить лекаря вниз также было невозможно. Только небесам известно, что натворит толпа людей, голодающих уже несколько дней. Поэтому командиры повелели: «Ладно, не обращайте на него внимания. Просто игнорируйте просьбы. Никто не умрет. Если спросит, скажите, что обо всем доложили, и просьба направлена его величеству государю». Государь уже многие дни пребывал в чрезвычайном беспокойстве из-за беженцев из Юнани, то и дело выходил из себя. Разумеется, никто бы не решился на самом деле беспокоить его по таким пустякам. Воины отвечали, как велено, и мужчина немного успокоился, все время повторял «спасибо», благодарил государя, падал на колени и бил земные поклоны. Однако прошло 2 часа, потом еще 2, тени на земле переместились с одной стороны на другую, а лекарь все не появлялся. Ребенку на руках мужчины становилось все хуже, он весь горел от жара. У супругов, обнимающих сына, непрерывно дрожали руки. Мужчина обливался холодным потом и бормотал: «Придет ли кто-нибудь? Откроют ли нам ворота?» Наконец он не выдержал и громко закричал, обращаясь к башням на городских стенах: «Генералы, простите, я бы хотел спросить». «Где же лекарь?» Воины отвечали ему: «Уже отправили просьбу к его величеству государю, подождите еще». Кто-то из людей внизу, теряя терпение, спросил: «4 часа назад нам говорили то же самое, почему же до сих пор никого нет?» Рядовые солдаты, следуя приказу сверху,
ответили однажды и перестали обращать на них внимание. Люди под стенами возмущались и гневались, при этом ничего не могли поделать, но в то же время и переживали за ребенка. Окружив дитя, они стали высказывать сомнения, они правда доложили его величеству государю. А не могли они обмануть нас, отец ребенка больше не мог ждать. Набравшись смелости, он привязал ребенка на спину и что-то сказал жене. Женщина сняла с шеи талисман и надела на мужа. Мужчина бросился к городским стенам и попытался забраться по ним наверх. Внешняя сторона стены была отделана так, чтобы трудно было за что-то зацепиться. Он попытался, но подняться не вышло, тогда другие мужчины наперебой закричали «Я помогу тебе» и подошли, чтобы подсадить его. Несколько десятков человек выстроились пирамидой, которая подняла мужчину на высоту больше джана. Здесь у него, наконец, получилось с трудом ухватиться за веревку, на которой недавно спустили воду и пищу, и продолжить карабкаться вверх. Десятитысячная толпа под стенами с волнением наблюдала за ним, не сводя глаз, не решаясь даже поддержать криком, боясь, что кто-то заметит. Солдаты на городской стене уже несколько дней стояли на страже, и за это время беженцы из Юнани не натворили ничего серьезного, разумеется, караульные неизбежно расслабились. И только когда мужчина добрался уже до половины, они внезапно обнаружили человека на стене и принялись громко кричать: «В чем дело? Не залезать на стену! Нарушителя убьем без суда!» Ты слышал? Того, кто залезет на стену, убьем без суда. В ответ на угрозы мужчина тоже громко крикнул: «Я не имею злых намерений. Я просто хочу отнести ребенка к лекарю, я ничего не делаю». Он кричал и продолжал взбираться наверх. Один из генералов, который как раз был занят приемом пищи, услышав о случившемся, пришел в крайнее раздражение. Если этот человек беспрепятственно поднимется на стену, целый и невредимый, это станет примером остальным, так ведь бесчисленные беженцы из Юнани последуют за ним. Его необходимо остановить. Поэтому генерал широким шагом вышел к краю стены и крикнул вниз: «Тебе жизнь не дорога. Немедленно спускайся, если не спустишься, мы тебя не пощадим». Но мужчина уже забрался очень высоко, перелез за половину стены, еще немного, и он доберется до самого края. Разумеется, он не желал остановиться. А генерал никогда не бросал слова на ветер, и никто не смел ослушаться его приказов. Если же кто-то все-таки ослушался, итог был прост. Генерал подошел к краю стены, выхватил меч и рубанул по веревке. Мужчина, сжимая оборвавшуюся веревку, полетел вниз. Под пронзительный крик бесчисленной толпы он тяжело упал на твердую землю за городской стеной. Именно в этот момент здесь и появился Селянь. Мужчина упал на спину, к которой был привязан ребенок. Раздался отвратительный звук, тельце просто раздавило в кровавую кашу, брызги кровавым цветком разлетелись на несколько джанов вокруг. Мужчина сломал шею. Глаза его остались широко распахнутыми, а со свернутой шеи соскользнул талисман, на котором виднелись иероглифы Синьле, вышитые золотой нитью. Это был талисман, освященный при открытии храма наследного принца. Перед тем, как полезть на стену, мужчина и его жена подержались за этот талисман и молча вознесли молитву его высочеству наследному принцу, прося благословения. Поэтому Селянь и услышал его голос, полный мольбы, и поэтому поспешил сюда. Но все же принц не был тем героем из легенд и народных повестей, что появляется ровно в нужный момент, чтобы предотвратить беду и спасти людей прямо из-под носа смерти. Жена не нашла в себе смелости перевернуть тело мужа и посмотреть, во что превратился их сын. Она закрыла руками лицо, громко вскрикнула и, ни на кого не глядя, побежала вперед, словно умалишенная, с громким стуком ударилась головой о стену, упала и больше не шевелилась. Это случилось прямо на глазах Селяня, мгновение, и под стенами императорской столицы лежали 3 трупа. Принц еще не успел никак отреагировать, а простой народ за стеной больше выдержать не смог. Раздались возмущенные крики: «Мертвы! Семья из 3 человек, все мертвы! Смотрите, вот вам и бравый генерал, что служит нашему его величеству государю!» Вместо того, чтобы спасти нас, наоборот,
толкает на смерть, не впускают нас, и к нам никого не выпускают, что же нам остается? На вас смотрят 3 человеческих жизни, залитых кровью, людям из Юнани велели убраться из столицы, но что-то я не видел, чтобы богачи убрались вместе с нами. А мы, без денег и власти, что же, заслужили того, чтобы беспомощно ждать смерти? Теперь-то я все понял, больше терпеть нельзя. Больше никак терпеть нельзя. Из года в год с нас взимают положенные налоги, все до монетки, а куда же делись эти деньги, когда нам понадобилась помощь во время бедствия? Вместо того, чтобы спасать народ, пострадавший от беды, он кормит этими деньгами паразитов да возводит храмы для своего сынка, а нам — каплю воды да краюху хлеба. И что мы в его глазах? Невежественный правитель, солдаты на стенах громко выкрикивали приказы прекратить волнение, но генерал и не такие стычки видывал, потому вовсе не принял случившееся близко к сердцу. Однако ситуация постепенно начала выходить из-под контроля. Бесчисленные пары рук в гневе стали толкать ворота, кто-то бился головой, кидался всем телом, и теперь это уже не походило на то, как муравей трясет дерево. Городские ворота сдвинулись, и даже башня на городской стене едва заметно содрогнулась. С самого своего появления на свет Селянь никогда еще не видел ничего подобного происходящему. Тот народ, который он знал, был сердечным, дружным и веселым, эти приятнейшие люди жили в достатке. Но теперь искаженные гневом лица, громко кричащие и рыдающие, будто бы перенесли его в иной, незнакомый мир, от которого невольно мороз бежал по коже. Наверное, даже столкнувшись лицом к лицу с самым жутким демоном или иной нечистой силой, принц не ощутил бы того, что ощущал сейчас. В тот же миг с башни на стене раздался рев, полной ярости. Принц молниеносно обернулся и увидел, как худощавая высокая фигура схватила за шею того самого генерала, который обрубил веревку, забрав при этом 3 человеческие жизни. Раздался хруст, и шея генерала была сломана. Солдаты так и не поняли, как этот человек оказался наверху, всех постигло ужасное потрясение, они тут же с криками окружили его, выставили мечи и завопили: «Кто ты такой? Как ты поднялся?» Селянь немедленно обратил внимание на руки мужчины, которые уже превратились в кровавое месиво. Оказалось, что он поднялся на городскую стену, голыми ладонями хватаясь за щели между камнями. Когда мужчина повернулся, принц увидел Лань-Ина, окруженный воинами, он нисколько не растерялся. Запрыгнув на зубчатую стену, он бросил труп генерала с башни, сам наступил на него и прыгнул вниз, воспользовавшись трупом как смягчающей ступенькой. В момент прыжка он смотрел прямо на Селяня. То есть вовсе не на него, а сквозь него, на императорский дворец в центре столицы. С этого дня мятеж в государстве Синьлэ разгорелся окончательно.